Па-бам-пам-па-бам-пам. Привет, народ, меня зовут Николай, вы на канале Фили Шпили. И сегодня мы продолжаем играть в игру Фир. Мама-кошка, что с вашей разведгруппой? Пока была связь, мы следили за ней через камеры наблюдения. Потом связь пропала, и все. Противник? Около 17:00 захватил главное здание. Численность не установлена, предположительно большая. Заложники? Неизвестно. Требования? Пока никаких. Седьмой у цели. Вас понял, седьмой. Визуальный контакт установлен. Тишина. Эй, я жить хочу. Заткнись и действуй. Вот это горячая встреча. У нас двое убитых. Повторяю, площадка под обстрелом. Мама-кошка, можете выслать помощь? Свободных бойцов нет. Господи, уже прям на старте остался без аптечек. Куда ты? Так, что делать, шеф? Что делать, шеф? О. Ладно, возьмем другое оружие. Так. Еще не все. А ты кто? Так, мы прибыли в Вармахем. Здесь закрыто. Надо проверить. Никого вроде бы. Так, по-моему, со всеми разобрались, да? Значит, ищем другой вход. Возьмем аннигилятор. Патрончики к нему. Так, пригодятся. Пригодятся. Чуть-чуть подкрафтим. Насчет Янковски по-прежнему ничего не известно. Заметим, что тела всех остальных бойцов его отряда найдены и опознаны. Так, придется действовать аккуратненько. А то аптечек... Пропала связь с отрядом на крыше. Аптечек нет. Подтвердить вторжение. Пока Вот. нет, проверяй. Вот так вот. Надо дать им выговориться, чтобы они сообщили, что никого нет. Потом внезапно на них нападаешь. На этих клонов. И тогда остальная группа не в курсе. Так, усилитель здоровья. Остальная группа не в курсе, что ты рядом. Вот он. Господи, из этой штукатурки не видно порой, где кто. Стоп. Укрытие. А где? Так, меняем. Прикрывайте. Как я вас забросал кольями, ребята. Все в укрытие. Вижу. Висит. Вот быстрее бы еще, конечно, я понимаю реализм, там оружие, быстрее бы еще брал другое, ну, менял бы оружие быстрее, был бы вообще улет. А так порой во время боя, ну, хотя что жаловаться, надо просто рассчитывать свои Держать позицию. силы, как говорится, да. Чего?
Ты где? А вот так. Господи боже. Так, усилитель. Тут надо быть начеку. Тут порой бывает, вроде думаешь, всех уже обезвредил, но ничего подобного. Какой-нибудь товарищ с самого неожиданного угла вылезает. Сюда! Твою мать! Да, братуха. Я тоже. Что? Я только что принял сигнал Янковский. Он в этом районе. Как он сюда попал? Вот именно. Что с Янковским происходит? Я не знаю своего имени. Янковский, ты на что намекаешь? Царская твоя морда. Так. Ну, сейчас замес пойдет. А вот так. Вот говорю, кто-то сзади зашел, похоже. Потому что впереди не было. Да что вы вытворяете? Ладно. Короче, я так понимаю, это что-то вроде ужасного скрипта, да? А вот так. Ну, наконец-то. Мы их прошли. Два брата-акробата. Нереально акробаты прыгают. Тут. Алло. Оу. Так, ситуация. Оперативный сотрудник ФИР проник в штаб-квартиру Армахема. Сопровождавшие сотрудника бойцы Дельты погибли при штурме. Вызов подкрепления невозможен. Попытка переговоров с противником завершилась неудачей. Задача – обеспечить координатору доступ к корпоративной сети, а затем проследовать к месту последнего контакта с пропавшей разведгруппой. Сеть Армахема не работает. Твоя задача — найти и перезагрузить центральный сервер. Тогда я смогу войти в систему и выяснить, что происходит. Перезагрузить центральный сервер. Заперто. Там кто-то вылетел из окна, похоже. Кого-то застрелили. Эти бандиты. Так, господи, темень кромешная. Ничего не видно. Актовый зал. Да, похоже, здесь была реальная разборка. А ты кто такой? Тук-тук. Никого. Опять этот электрический пацан. Это у нас зал совещаний. Как ты умудряешься в этой вентиляции так быстро рассекать? Не стой у меня на пути. Так, информация. Идет загрузка данных. Опять пробежал по потолку. Тут упоминается проект ИКАР. Это какая-то биоинженерная программа, начатая в 73-м. Что-то насчет влияния невесомости на организм. Потеря мышечной массы, плотность костей, ну и так далее. Вот, вышли с другой стороны. Граната. Угу, понятно.
Здесь ничего. Опа! А вот так вот. А вот так вот. Ну понятно, тут скрипт, его не завалить. Так, там мы не пройдем, да, по-моему? А, аптечка пригодится. Да, дверь была забаррикадирована. Послушаем сообщение. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Внешний вызов. Питер, это Карла из Гудзон Авионикс. Почему вас никто не берет трубку? Мне нужно срочно обсудить с Бреттом накладную, которую он прислал, но он не отвечает. Передай ему, чтобы он срочно перезвонил. Это важно. Спасибо. Сообщений больше нет. Как говорится, в глазах страх, в жопе огонь. Так. А вот здесь, похоже, меня отрезали, да? От выхода. Хорошо. Наш девиз: в глазах страх, в жопе огонь. Armachem Technology. Ой. Так, сюда. А мы вот так войдем. Все равно здесь уже надо ремонт делать. Так. Оу. Есть. Еще один. О, вон еще один. И этот кувыркается. Да, ну с этим ускорением, как говорится, намного проще. Гораздо. Можно сказать, такой чит, встроенный в игру. Разработчика. Опа, случайно нажал. Так, опять сообщение. Armachem Technology Corporation. 3 новых сообщения. Первое сообщение. Чак Хабигер. Это Чак Хабигер. Я проверил показания. Рекомендую заморозить проект в России до выяснения причин синхронизации. Общая картина та же, что и в прошлый раз. Однако последствия теперь могут быть гораздо серьезнее. Следующее сообщение. Чак Хабигер. Я получил твое сообщение. Ты забываешь, что в прошлый раз Феттел был еще ребенком. Тогда мы просто закрыли источник. Но сейчас нам противостоит опытный командир, которому безоговорочно подчиняются сотни солдат. Вместо того, чтобы трястись над графиком работ, подумай о последствиях возможного бунта. Следующее сообщение. Маршал Дислер. Привет, это Маршал. Я только что звонил Хабигеру по поводу Персея. То, что он говорит, действительно страшно. Пока есть хоть малейшая вероятность синхронизации, проект должен быть закрыт. В других обстоятельствах я бы посоветовал не пороть горячку, но здесь лучше перестраховаться. Перезвони. Сообщений больше нет. Короче говоря, речь идет о возможной какой-то синхронизации. Вот, если она случится, то наступит апокалипсис сегодня. Кстати, голос у Хабигера. По-моему, это озвучивает актер, который Шарапова играл. Вместо встречи изменить нельзя. У меня такое чувство. Как думаете, похоже? Так. Господи, опять 25. Я так понял, меня сейчас будут преследовать эти ребята электрические. Бегают прям у меня. А что-то коробка упала. Прямо под носом у меня бегают. Как бы намекают. Жди. Сейчас все будет. Исключают версию теракта. Диего Родригес в прямом эфире с места событий. Спасибо, Фил. Нам стало известно, что около 17:00 в здании штаб-квартиры корпорации Armachem Technology, ведущего подрядчика Минобороны, прозвучали выстрелы. Что было дальше, до сих пор неизвестно, однако возле здания были замечены военные вертолеты. Полиция рекомендует гражданам сохранять спокойствие и оставаться дома. Это был Диего Родригес в прямом эфире с места событий. Только что поступило сообщение. Один из вице-президентов корпорации Armachem сегодня утром был похищен вооруженными людьми по пути на работу. Полиция отказывается давать какие-либо комментарии по этому поводу. Да. Кажется, ситуация становится все менее и менее управляемой.
Возможность какой-то синхронизации. Захваченный сотрудник компании. Высокопоставленный. А вот так. Так. Еще один. Куда? Ах ты смотри. Что творит, а? Господи, из этой пыли ничего не видать. В их очочках. Какие-то модифицированные солдаты. Прыскивателями. На спине. Похоже, по-моему, как в Бэтмене в первом, да, в игре? Там тоже был такой здоровяк, которому что-то впрыскивали. Так, информация. Окей, грузится. Похоже, Икар прикрыли, чтобы освободить ресурсы для какого-то проекта Персей. Известно ли, что его финансировала армия? Сдается мне, Феттл и его солдаты именно оттуда. Проект Персей. А ты кто такой? Не стреляйте, я Нортон Мейпс, я инженер. Фу, штатский. Дай ему передатчик. Алло? Ребята, вы кто? Свои. У тебя все в порядке? Ага, знаете, тут такое творилось. Ты инженер, так? Можешь устроить мне доступ в местную сеть? Я вам что, сисадмин? Вот что я скажу. Отключите систему охраны, тогда я посмотрю, что можно сделать. Если будет сеть, я смогу отключить ее дистанционно. Не сможешь. Она в отдельной сети. Да? А если смогу? Вон там. А зачем тебе надо, чтобы мы отключили охрану? Затем. Вам нужна моя помощь. Цену я назвал. Какой-то мутный тип. тут подожду. Жди. Мутный тип, да? Такой хитрющий. Только что Пока. боялся, не стреляйте. Все дела. А тут уже начинает свои диктовать условия. Жри меньше. Чего ждешь? Не, ну наглый вообще. Ты иди рискуй, еще и командует. Наглая морда. Так. Тупик. Сообщение. Новое сообщение. Первое сообщение. Иэн Хайвс. Нортон, это Иэн Хайвс. Слушай, сегодня утром ко мне опять заходила Элис Уэйт. Мне неудобно об этом говорить, но, может быть, хватит распускать про нас сплетни. Мне-то без разницы, но такие вещи привлекают нездоровое внимание ко всему нашему отделу. Он вообще-то секретный, ты не забыл? Заранее спасибо. Да, Сообщений больше нет. пикантная ситуация. Это вот этот Нортон, что ли? Господи, да... Это Браво 12, мы на месте. Товарищ так... Проверка связи каждые 10 минут. Так точно, Браво 12, отбой. Группа в укрытие. Прикрытие. Ловите его! В смысле ловите? Наступаем! Купаем? Да господи, где ты? Он отходит с фланга! А вот так. Сколько вас еще здесь? Кто еще? Да, тут надо держать ухо востро. А то быстренько с тобой тут покончат всякие клоны.
Так, возьмем мины, которые подпрыгивают и взрываются. Очень полезная штука, особенно против этого Джаггернаута. Я нажал? Господи. Да, отлично. Мистер Мейпс, как слышно? А мистер Мейпс, он уже... Где этот идиот? Вот- Черт, вот мне сволочь. придется разбираться самим. Задницу нам Ладно, показал. найди и перезагрузи сервер. Ладно, перезагрузим сервер. Короче, этот мистер Мейпс еще тот тип. Из-за него нам придется туго. Будет нас постоянно подставлять. Раз один раз подставил, подставит и второй. Так, противник. Противник. Усилитель реакции. Вот в самых непонятных каких-то углах находятся аптечки, кажется, залечки. Всякие там. Усилители, потрошики. Так, вот здесь что-то непонятно. А, я возвращаюсь, получается. Противник возле серверной. Понял. Ждите подкрепления. Так. Откушайте, Кольев. Джентльмены. Угу. Оттуда я пришел. А вот и серверная. Мы на крыше. Входим в здание. Понял. Ждем вас в Так, точке закрыто. встречи. На всякий случай заминируем. Могут пойти из коридора и из этого входа. Или выхода. Ну, какие сервера. Дорогущие, наверное. Компания занимается военными разработками. Вижу, ты перезагрузил сервер. Молодец. Оу, а вот так вот. Завершится примерно через минуту. Господи. Кто там еще? Это все? Мейпс был прав. Система охраны действительно в отдельной сети. Картинку с камеры я вижу, а войти в сеть не могу. Мейпс-то прав, но что-то он задумал такое недоброе, раз он так с нами поступает. Вроде бы мы ему ничем не угрожаем. Наоборот, ему хотим помочь. А он ставит нам еще условия. Хороший человек. Так. Похоже, мы заходим в... Как Ты называется? приближаешься к месту последнего контакта с Дельтой. Возьми его под контроль и жди Джим. Хорошо, буду ждать. Мы какую-то часть здания идем, где еще не сделан ремонт. И здесь у нас, похоже, будет бой. Раз нужно... Ты видел ее, правда? Она источник. Я только что засек сигнал Феттела. Он где-то впереди. Будь осторожен. Меня создали из нее, и она меня родила. Нас разделили, но мы едины. Это, то есть получается, он сын Альмы, этот Феттел. Так. Что тут у нас? Ты тут еще раз гляди, попробуй.
Она плавает во тьме, будто младенец в утробе. Скоро я найду ее и освобожу. Ага, Феттел идет освобождать. Сигнал опять пропал, черт. Феттел идет освобождать Альму. Она плавает во тьме. Она его мама, он пытается ее спасти. У них, у Альмы и у Феттела, между ними, короче говоря, телепатическая связь. Господи боже. О боже, Джин пришла с охраной. Что скажешь, Джин? здесь творилось нечто ужасное. Логично. А поподробнее? Я не вижу следов от пуль. Ни одной гильзы на полу. Ребята даже выстрелить не успели. От чего они погибли? Не знаю. Постарайся узнать. Ладно, пошли. Феттел где-то близко. Даже не знаю, с чего начать. Ух ты, вон она. Продолжайте поиск Феттела. Полное разжижение тканей. Может, химия? Но это требует времени. Такое чувство, что люди здесь прям взорвались. Те, кто здесь был. Ладно, друзья, на сегодня заканчиваем. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в эфире. Всем пока.